Клатчи – одна из самых важных составляющих любого шутера. Касаясь конкретно Valorant, клатч – это раунд, где игрок остался один против нескольких врагов и победил. Всем привет, с вами Киваши, а в этом ролике я расскажу о том, как правильно вести себя во время клатча и повысить шанс на свою победу. Большинство думает, что клатч начинается с того момента, как вы остались одни из команды. Но на деле клатч начинается вместе с падением барьера, так как информация, которую вы получаете, льется потоком беспрерывно во время самого раунда. Любая информация важна, а это значит, что вам необходимо запомнить ключевые моменты. Какие способности потратили враги, сколько у них ультимейтов, какое у них оружие, сколько хп у противника, сколько осталось времени до конца раунда или взрыва спайка, какие могут быть позиционные преимущества, часто ли противник заходит в спину. Этот перечень можно продолжать бесконечно. Но это одни из самых главных факторов, которые вам нужно держать в голове на протяжении всего раунда. Из этого можно решить, стоит ли вам клатчить или лучше засейвить. Если это последний раунд в половине, то тут без раздумий лучше пойти и постараться выиграть раунд. Ведь денег после смены сторон не останется, а вероятность выиграть один из важнейших раундов для вашей команды – неплохая авантюра. Конечно же, если у тебя осталось хп ровно на один вздох со стороны вражеской команды, то хорошим решением будет оставить попытки решить ситуацию. Если у противника оператор, и если уж он есть, то сможешь ли ты его как-то отвлечь? Или ограничить обзоры, вынудить сменить позицию? Если нет, то шансы на клатч заметно падают. Когда время до конца раунда сильно поджимает, то стоит забыть про клатч. Ведь не всегда можно выиграть ситуацию один в один, имея в запасе всего лишь 20 секунд. А когда противников несколько, то это совсем гиблая идея. Если у тебя оператор, а противников больше, чем 2, то лучше засейвить во благо экономики. Возможно, с этим оператором можно будет взять больше, чем 2 раунда, что явно окупит один проигранный. Естественно, нужно судить и собственную уверенность, так как когда вы не верите в свою способность перестрелять хотя бы одного противника, то никакой речи о клатче идти и не может. Ну и последний момент. Взгляни на экономику своей команды. Если вы только что сделали закуп и на следующий раунд у вас не будет денег для того, чтобы купить вандал и броню, то стоит задуматься над сейвом. Но в случае, если у вас в руках какой-нибудь пистолет или что-то дешевле вандала, то сейвить смысла нет, и лучше попытаться сделать хоть что-то. Фу, столько критериев, да? Ну раз с ними все теперь понятно, то можно перейти непосредственно к самому процессу клатча. В первую очередь оцените то, какие способности у вас остались. Если у вас есть что-то, что поможет избежать перестрелки, то это ваш билет в поиск клатча, так как это очень сильно упростит задачу. Имея в запасе Dash Jet или исчезновение Рейны, можно принимать максимально рискованные файты, дабы разбить цепочку противника и вырвать важную позицию. Сейчас речь идет именно о способностях, так как именно с их помощью вы можете получить ощутимое преимущество. Особенно если это тактические умения вроде флешки или смока, которые перекроют важные углы или заставят противника сменить позицию. Также немаловажное наличие способностей, которые могут нанести урон по области. Гранаты, молотовы, стрелы совы и прочее. Так как эти обилки также заставляют врага сменить позицию, оставив важную точку вам. Далее позиционирование. Во время клатча необходимо действовать максимально осторожно, если вы играете на агентах без эскейпа. Таким образом вы можете убить противника и при этом не рисковать остаться размененным. В лучшем случае вам нужно держаться ближе к различным препятствиям, чтобы после убийства или выстрела как можно быстрее зайти в безопасный угол, так как у вас будет время на перезарядку, возможность услышать позицию следующего врага, обдумывать свои действия и словить того, кто будет заходить вам в спину. В случае, если же у вас все-таки есть умение для моментального ухода после убийства, то вы можете брать чересчур опасные позиции для того, чтобы застать оппонента врасплох. Самое важное, что вам нужно знать, старайтесь выводить противника на дуэли, а не перестрелки вроде 2 на 1 и так далее в алгебраической прогрессии. Чем меньше противников одновременно смотрят на вас, тем выше шанс выиграть клатч. В этом как раз и помогают умения по типу Dash Jet, Инвиза Рейны, Ранса Рейс, Телепорта Чембера или Телепорта Йору. Вы можете взять максимально опасный энгл и, сыграв на неожиданности, забрать легкий килл, после чего уйти в безопасную точку и продолжать клатч уже оттуда. Также нужно уметь обращаться с таймингами. Прозвучит маразматично, но это важный навык. Для этого придется насторожить свои уши и с предельной точностью смотреть за обстановкой на карте. Опираясь на позиции врага, можно постараться предугадать их следующий мув. Как я уже и говорил ранее, нужно вспомнить, остались ли у противников флешки или умения для эскейпа. Ведь если они остались, то вероятнее всего вас могут запушить, а у вас при этом появится возможность забрать важный фраг, который создаст потенциал для клатча. Если вы играете на агентах, роль которых не является дуэлянтом, то можно использовать арсенал умений для приманки. Киньте смог в ту сторону, откуда вы не собираетесь выходить. Бросьте флешку так, чтобы она выглядела так, будто вылетела совсем с другой позиции. Плацдарм для воображения огромен.
Но над всем этим нужно будет поработать в кастомной игре, дабы в важный момент вы могли все это реконструировать. Конечно же, во время клатча вы испытаете сильный приток адреналина, особенно если клатч уже подходит, казалось бы, успешному концу. В этот момент нужно постараться сконцентрироваться еще сильнее, ведь все мы прекрасно помним этот момент, когда ручки трясутся, ладони потеют, а глаз невольно начинает дергаться. Все это помешает вашему финальному нажатию левой кнопки мыши и, соответственно, заруинит клатч, оставив вас с жестоким чувством разочарования на душе. В этом случае нет какого-то совета или способа убрать напряженность. Спокойствие и хладнокровие приходят с опытом, а ускорить этот прогресс может только сам процесс клатча. Но вы ведь не собираетесь убивать свою команду в начале раунда ради того, чтобы попробовать за клатч, да? Ну и последнее, но не по важности. Оценивайте стиль игры своих оппонентов. Вспомните, часто ли они заходят в спину, кто с каким оружием зачастую играют, как они ведут себя, когда остается мало противников. Выявите некий шаблон поведения и, отталкиваясь от него, найдите слабые стороны противников. Это явно улучшит ваше положение и добавит некоторый процент для победы. Что ж, а что если заклатчить совсем не получается? Тогда лучшим вариантом будет разрушить экономику противника. Заставьте их использовать умения, попробуйте подловить их в моменте и убить, собрав важные девайсы. Особенно хорошо, если у вас получится отобрать оператор. Попробуйте разбайтить врагов на ультимейты. Сделайте все, что можете, чтобы им было сложнее забрать следующий раунд. Тактика предельно проста. Не можешь сделать клатч, значит займись экзит-фрагами. Надеюсь, эти советы помогут вам в будущих клатчах. Ну а мне же поможет ваша подписка и лайк, так как именно благодаря им этот ролик увидит больше людей. Буду рад вас видеть на своих стримах на Твиче, ссылка на который находится в описании. Большое спасибо за просмотр и удачных клатчей. Встретимся совсем скоро.